Всем привет! Сегодня приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды. Продукты доступные и готовятся они быстро. На противень раскладываем ломтики батона. Ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Сушим примерно 8-10 минут. Также батон можно приготовить в тостере или поджарить на сковороде. На мелкой терке трем 150 грамм сыра. Сыр можно использовать любой. Сюда же трем 2 вареных яйца. На мелкой терке трем одну большую сырую морковь. Пучок петрушки и укропа измельчаем ножом. Можно использовать любую зелень, которая есть в наличии. Зелень кладем в миску. Добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Перчим черным молотым перцем. Солим по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на подсушенные ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 18 бутербродов. Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными. Нежный сыр и яйца придают им насыщенность, морковка с зеленью – легкость и яркость вкуса, а чеснок завершает все пикантной ноткой. Готовятся такие бутерброды за считанные минуты и уместны в любой день. Также у меня на канале есть и другие рецепты закусок. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующими приготовим бутерброды с творогом. Готовятся несложно и из самых обычных продуктов. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. По желанию подсушить батон можно без масла, на сухой сковороде или в духовке. Остывшие ломтики батона натираем чесноком. Два вареных яйца трем на мелкой терке. Пучок укропа измельчаем ножом. В миску насыпаем 200 грамм творога, тертые яйца, нарезанный укроп. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности, я использовала 9%. Берем подготовленный ломтик батона и выкладываем на него начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Этого количества начинки мне хватило на 12 ломтиков батона. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с творогом получились очень вкусными. В них прекрасно сочетается яично-творожная начинка и хрустящий хлеб с легким ароматом чеснока. Третьим приготовим необычное блюдо из фарша. Оно настолько универсально, что прекрасно подходит для завтрака, для обеда или ужина. Готовится максимально просто. Берем 500 грамм фарша, солим его, перчим черным молотым перцем,
и насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перемешиваем. Я использую свиной фарш, но также можно взять и любой другой. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Помидоры черри разрезаем на 3-4 кружочка. Всего понадобится примерно 250 грамм помидоров. Берем ломтик батона и выкладываем на него приготовленный фарш. Распределяем по всему кусочку. Таким методом выкладываем весь фарш на хлеб. На полкилограмма фарша мне понадобился 1 батон весом 400 грамм. Все подготовленные бутерброды выкладываем на противень от духовки. Кладем плотно друг возле друга. У меня все 20 бутербродов поместились на один противень. Сверху каждый ломтик хлеба с фаршем посыпаем подготовленным тертым сыром. На хлеб выкладываем кусочки помидоров. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30-35 минут. Готовые бутерброды достаем из духовки. Выкладываем их на блюдо. По желанию украшаем их веточкой укропа или петрушки. Блюдо готово, подаем его на стол. Бутерброды с фаршем получились очень вкусными и сытными. Они прекрасно подходят для завтрака. Их можно приготовить с вечера, а утром разогреть. Также они подходят для обеда или ужина. Такие бутерброды – это палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они уместны как на каждый день, так и на праздничный стол. Четвертыми приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды с тунцом. Готовятся быстро, съедаются еще быстрее. Нарезанные ломтики батона выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов. Сушим примерно 8 минут. Также батон можно поджарить в тостере. Готовим начинку. В миску кладем 185 грамм тунца в масле. Масло нужно предварительно слить. Разминаем рыбу вилкой на более мелкие кусочки. Один помидор среднего размера нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанный помидор добавляем к тунцу. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перемешиваем. Начинка готова. Батон уже поджарился в духовке. Начинку выкладываем на подготовленные ломтики батона. Этого количества начинки хватает примерно на 10 бутербродов из батона. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем бутерброды сверху. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с тунцом и помидором получились очень вкусными и легкими в приготовлении. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Такие бутерброды подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. И последними приготовим язычки из слоеного теста с разными видами начинки. Они вкусные, красивые и очень легко готовятся. С их приготовлением справится каждый. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 помидора разрезаем пополам и вырезаем плодоножку.
Подготовленные помидоры нарезаем полукружочками. Красный лук разрезаем пополам и нарезаем полукольцами. Всего мне понадобилось 2 больших луковицы. Вместо красного лука можно использовать обычный белый лук. 1 цукини нарезаем кружочками или полукружочками. Шампиньоны моем и нарезаем пластинками. Понадобится примерно 150 грамм грибов. Берем уже размороженное бездрожжевое листовое тесто. Каждый лист теста еще совсем немного раскатываем. Тесто перекладываем на пергаментную бумагу. На подготовленное тесто выкладываем кусочки помидоров. На второй лист теста кладем нарезанный лук. На следующие кружочки цукини. И на 4-й лист выкладываем подготовленные грибы. Для 4 таких язычков понадобилось 4 листа слоеного бездрожжевого теста общим весом 900 грамм. К помидорам добавляем листики базилика. На лук выкладываем листики петрушки. На цукини кладем листочки мяты. Измельчаем небольшой пучок укропа. Подготовленным укропом сверху посыпаем грибы. Все овощи солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Все аккуратно перекладываем на противни от духовки. Сверху овощи немного поливаем растительным маслом. Я использую оливковое. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в режиме конвекции примерно 20 минут. Пока выпекаются язычки, подготовим сыр. Берем примерно 150-200 грамм сыра, который хорошо плавится, и нарезаем его небольшими пластинками или брусочками. Прошло 20 минут. Открываем духовку и кладем сыр сверху на овощи. Меняем противни местами. Закрываем духовку и запекаем еще 5-10 минут. Готовое блюдо вынимаем из духовки и подаем на стол в теплом виде. Язычки из теста с овощами получились очень вкусными и красивыми. Готовится просто и достаточно быстро. Также такие язычки можно приготовить с другими овощами по сезону. Каждая начинка вкусная по-своему. Попробуйте их приготовить и напишите в комментариях, какая вам больше понравилась.